Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Жаркий летний вечер в маленькой, затерянной среди лесов деревне шел своим чередом. Кто-то сидел у калитки с чаем, кто-то подгонял скотину к загону, кто-то уже готовил ужин. Все было спокойно, пока один из местных мужчин по имени Степан не заметил на границе поля странное движение. Казалось, что из леса выползает нечто темное, огромное и явно раненое. Он прищурился. Это был медведь. Огромный бурый зверь, но не рычащий и не нападающий, как все привыкли бояться, а какой-то неестественно вялый. Он буквально тащился по траве, волоча за собой заднюю лапу, словно по кускам вытаскивая себя из леса. Ноги у него подкашивались, спина выгибалась дугой, и каждое движение казалось болезнью. Шерсть на боку была клочьями выдрана, в боку следы старых ссадин. Но больше всего всех потрясло не это. Медведь не прятался, не убегал наоборот. Он направлялся прямо в сторону деревни, будто искал людей. Он не издавал ни звука, просто с трудом шел вперед, пока наконец не дошел до обочины, сел, посмотрел вперед и рухнул прямо на траву, тяжело дыша, с таким звуком, как будто сдался. Несколько человек выбежали из домов, думая, что это угроза. Но когда они увидели, что медведь даже не поднимает головы, лишь медленно дышит и чуть поворачивает морду, у кого-то из них задрожали руки. В глазах этого зверя не было злобы, ни страха, ни агрессии, только усталость, боль и будто надежда. Кто-то достал телефон и начал снимать, другие стояли в оцепенении. Никто не мог поверить, что такое вообще возможно. Дикий медведь с раздробленной лапой сам пришел в деревню. Не за едой, а будто за помощью. Сначала люди просто стояли, ошарашенные, не веря своим глазам. Медведь, этот символ дикой силы, лежал в беспомощной позе, как будто знал, что его единственный шанс выжить — это быть рядом с человеком. Никто не решался подойти. Степан, тот самый мужчина, что первым его заметил, сделал шаг вперед. Он был охотником в прошлом, но давно оставил это дело, и сейчас сердце в груди колотилось не от страха, а от необъяснимого чувства, будто он не просто видит дикого зверя, а встречает чей-то отчаянный взгляд, взывающий о помощи. Он присел рядом на почтительном расстоянии. Медведь не шевельнулся, лишь поднял глаза и посмотрел прямо в лицо мужчине. В этот момент в деревне наступила такая тишина, будто даже ветер перестал шевелить листья. Это был не взгляд хищника. Это был взгляд того, кто уже не борется не может. В глазах медведя не было жизни, но было что-то другое. Как будто он надеялся, что хотя бы один человек поймет, что ему нужна не пуля, а помощь. Степан развернулся к остальным. Он спокойно, но твердо сказал: «Нам надо что-то делать. Или он погибнет прямо здесь». Люди загудели, кто-то начал отговаривать, кто-то предложил вызвать охотоведа. Но кто-то принес воду, другой — старое одеяло. Третий позвонил в ветеринарную службу. За каких-то 10 минут то, что начиналось как паника, превратилось в цепочку тихих, слаженных действий. Степан подполз ближе и осторожно поставил перед медведем ведро с водой. Тот не сразу понял, но, втянув запах, с усилием приподнялся и начал пить. Глотки были жадные, но слабые, как у животного, что долгое время жил на пределе. Потом он снова опустил голову и остался лежать, едва дыша. Когда приехал ветврач, он не поверил глазам. Это был не просто медведь, это был взрослый самец, с серьезной травмой задней лапы и внутренними ушибами, полученными, скорее всего, от капкана или падения с высоты. Лапа была вывернута, на коже ссадины, в шерсти колючки и пыль. И все это он волочил за собой десятки километров, чтобы найти людей. Пока ветеринар осматривал его, медведь даже не шевельнулся. Он позволял дотрагиваться до себя, будто понимал сейчас каждый, кто рядом, не враг. Люди смотрели на это как на чудо. Некоторые плакали. Кто-то шептал: «Такого не бывает»,
а кто-то просто стоял и молча снимал на телефон, чтобы потом показать всему миру. Да, даже хищник может прийти за помощью, и это должно что-то значить. Медведь, не издавая ни звука, медленно опустился на траву прямо посреди деревенской улицы, у самого забора одного из домов. Он не рычал, не пугал людей, наоборот, казался уставшим настолько, что даже дышал еле слышно. Его морда тяжело легла на передние лапы, сломанная задняя лапа подогнулась под неестественным углом, но даже боль не заставила его подняться снова. Он не показывал ни малейшей агрессии, будто хотел сказать: «Я больше не могу. Помогите мне, если сможете». Люди, стоявшие вдалеке, были в оцепенении, они не понимали, что происходит. Это был не просто медведь, а словно живой символ отчаяния и доверия. И в этот момент, когда напряжение достигло предела, один из мужчин достал телефон. Сначала он просто хотел зафиксировать происходящее как доказательство того, что все это было наяву. Он медленно включил запись и направил камеру на животное. Лицо у него было белое, губы поджаты, но рука не дрожала. Он чувствовал, что сейчас происходит что-то, о чем будут говорить. Кадры получились не постановочные, не четкие, как в фильмах, а настоящие, с легкой тряской, с дыханием за кадром, с человеческим шепотом. Он просто лег. Он не нападает. Что с ним? На видео было видно, как медведь лежит, обессиленный, как кто-то из соседей медленно подходит ближе, с ведром воды, как на заднем плане кто-то всхлипывает от испуга и жалости. И уже через полчаса этот ролик начали пересылать друг другу в мессенджерах, выкладывать в соцсети, обсуждать в новостных группах. Люди писали: «Такого мы не видели никогда, он просит помощи, это видно по глазам, это невозможно смотреть без слез». Видео стало вирусным, но не из-за страха, не из-за сенсации, а потому что оно затрагивало что-то очень человеческое. Когда видео начало стремительно разлетаться по мессенджерам, кто-то из местных жителей, не выдержав этой тяжелой сцены, набрал номер ближайшей зоозащитной организации. Он говорил быстро, сбивчиво, объясняя, что в их деревню пришел дикий бурый медведь, но он не агрессивен, он словно пришел умирать, и, кажется, у него сломана лапа. С той стороны телефона сначала не поверили, но, услышав, что речь идет о видео, попросили прислать запись, и уже через 10 минут мужчина получил ответ: «Мы выезжаем, срочно. Не подходите к нему близко». Жители, несмотря на шок и страх, сделали все, чтобы до приезда специалистов держать ситуацию под контролем. Кто-то перекрыл дорогу, выставив на обочине тачки и ящики, кто-то дежурил рядом, наблюдая из-за забора, кто-то поставил в нескольких метрах ведро с водой, которую медведь через время все же потянул к себе и с усилием стал пить медленно, с жадностью умирающего от жажды. Лапа была раздроблена, это уже понимал даже обычный человек. На ней не было опоры, и с каждым движением животного становилось все очевиднее, что он истекает изнутри не только кровью, но и силами. Через час на место прибыла машина зоозащитников. Из нее вышли 3 специалистов в защитных комбинезонах. Сначала они не стали подходить, наблюдали издалека, оценивая обстановку. Медведь не двигался, только изредка приподнимал голову и моргал. Один из зоозащитников, высокий мужчина с рацией на плече, выдохнул: он не просто слаб. Он сдался. Его напарница тихо добавила: но он не ушел в лес умирать. Он пришел к людям. Они начали готовиться к транспортировке. Один из них собрал снаряжение для безопасного усыпления животного, предварительно обсудив дозу с ветеринаром по рации. Все происходило предельно тихо, без криков, без суеты. И даже в этот момент, когда стрелка с препаратом мягко вошла в его бок, медведь не вздрогнул. Он как будто понял, что это не угроза. Это шанс. Когда он наконец заснул, ветеринар проверил пульс и движение дыхания, кивнул и произнес: «Пошли». Медленно, на специальной носилке, поддерживая голову и перебинтовывая раненую лапу,
Они подняли его в транспортировочный фургон. Ни один человек не остался равнодушным. У кого-то дрожали руки, кто-то отворачивался, чтобы сдержать слезы. Это был не просто спасенный медведь. Это был момент, в котором вся деревня почувствовала, они нужны были ему. И они не подвели. Операция длилась почти 4 часа. Когда медведя доставили в реабилитационный центр, специалисты уже были наготове. Команда ветеринаров, ортопедов и анестезиологов действовала слаженно, будто репетировали этот момент заранее. Лапа оказалась раздроблена в нескольких местах. Осколки кости впивались в мышечную ткань, и все это сопровождалось начавшимся воспалением. Один из хирургов, осмотрев повреждения, тихо выдохнул. Он бы не выжил еще 2 дня в лесу. Им пришлось вставить металлическую пластину, закрепить кость титановой скобой и зашить ткани с точностью до миллиметра. Малейшая ошибка могла стоить животному подвижности, а возможно и жизни. Когда медведя перевезли в изолированную комнату пробуждения, он еще долго не открывал глаз. Его дыхание было ровным, но слабым, тело обездвижено после наркоза, и лишь по еле заметным движениям ушей врачи понимали, что он начинает возвращаться в сознание. Ночь прошла под непрерывным наблюдением. Монитор отслеживал пульс, давление, температуру тела. Один из ветеринаров не уходил от него ни на минуту, иногда просто садился рядом на пол и тихо разговаривал, как с раненым другом. «Ты уже дошел до нас сам. Теперь дойди до конца», — шептал он, даже не ожидая, что зверь его слышит. Первые дни были критическими. Медведь отказывался есть, едва пил воду и не реагировал ни на движение, ни на свет. Но потом, на 3-й день, произошло то, чего все так ждали. Он поднял голову и впервые с момента операции издал короткий, хриплый, но осмысленный звук, не рев, а что-то похожее на стон. Это был знак. С этого момента началась медленная, мучительная, но настоящая борьба за жизнь. Ему начали вводить препараты для стимуляции аппетита, кормили через капельницу, поднимали температуру в помещении, чтобы он не тратил энергию на обогрев тела. Через неделю он попробовал первые куски мяса медленно, с трудом, но сам. Его глаза начали следить за движениями людей, в них появилось то, что многие из персонала назвали возвращением духа. Он все еще был очень слаб, не вставал, но каждая такая мелочь ощущалась как победа. Прошло 2 месяца. Лапа срослась лучше, чем кто-либо ожидал, швы зажили, и теперь началась новая фаза – восстановления подвижности. Его выводили на закрытую площадку с мягкой землей, где он учился заново делать шаги. Ветеринар сидел рядом с блокнотом, отмечая каждую попытку перенести вес на прооперированную конечность. Иногда медведь падал, злился, ворчал, и тогда врач не уходил, а только мягко говорил: «Упрямый. Ну и ладно. Завтра снова попробуем». С каждым днем он становился сильнее. Сначала просто стоял на лапах, потом ходил по кругу, а однажды утром, это было на 5-й неделе после начала адаптации, он подошел к сетке и встал на задние лапы, опираясь на ту самую лапу, которую когда-то считал потерянной. Все, кто это увидел, аплодировали в полной тишине. Никто не кричал, никто не говорил вслух, просто стояли и смотрели, как дикий, когда-то умирающий зверь возвращается к жизни. Прошло 4,5 месяца с момента той самой операции, когда медведь впервые ступил на лапу, которую все уже мысленно похоронили. К этому времени он заметно окреп. Густая шерсть вновь покрыла когда-то облысевшие участки, масса тела вернулась к норме, и в движениях появилась та самая дикая уверенность, которая присуща только тем, кто чувствует лес своим домом. Он уже не нуждался в опеке, не позволял людям приближаться ближе, чем считал нужным, и все чаще начинал смотреть в сторону ограждения, за которым начиналась свобода. И вот наступил день, который сотрудники центра откладывали до последнего, словно расставание с другом, которого ты больше не увидишь. Утро было пасмурным, как будто даже погода понимала, что произойдет что-то важное.
Большой металлический вольер открыли в сторону леса, оставив щель ровно такой ширины, чтобы медведь сам сделал выбор – остаться или уйти. Никто его не подгонял, не звали, не манили, стояли молча, в нескольких метрах, наблюдая. Он вышел неспешно, осмотрелся, вдохнул воздух и впервые за много месяцев снова услышал настоящий лес. На его шее была закреплена GPS-метка, которую почти не было видно под густой шерстью. С ее помощью сотрудники могли в течение нескольких месяцев отслеживать его маршрут, убедиться, что он справляется, не приближается к деревням, не ищет легкой добычи, не попадает в беду. Но этот медведь, которого когда-то притащили на грани смерти, удивил всех и в этом. Он ушел далеко вглубь леса, поднялся в горы, и по ночам спутниковый сигнал показывал, как он исследует новые территории, обходит озера, ночует в пещерах. Он больше ни разу не подошел к человеческому жилью, будто понимал, что вторжение было необходимо лишь однажды тогда, когда выбора не было. Все, кто следил за его маршрутом, говорили одно: он вернулся в природу с невероятной точностью, с мудростью, которой будто бы не могло быть. Прошел год. Метка перестала передавать сигнал «вероятно», она просто износилась. Люди в центре не волновались, они видели, что медведь справляется. История считалась завершенной. Еще одна спасенная жизнь. Еще один выпуск на волю. Все вернулись к своей работе, продолжая лечить других зверей. А потом, спустя почти 3 года, случилось то, что перевернуло их представление о привязанности и памяти у диких животных. В тихое утро, когда никто не ждал ничего необычного, один из сотрудников, проходя мимо вольеров, заметил силуэт у входа. Он замер. Там на краю леса стоял медведь. Тот самый. Это был он, без сомнения, шрам на лапе, знакомая посадка головы, те же глаза, полные понимания. Он не приближался. Просто стоял, смотрел. А потом из леса вышел еще один. Молодой, с немного неуклюжей походкой, словно недавно отделившийся от матери. Все молчали. Сердце стучало в ушах. Было ощущение, что происходит что-то невозможное. В этот момент все поняли: медведь не пришел за помощью. Он пришел показать. Показать, кого он спас, кому дал шанс. Прошел еще 1 год. Весна выдалась ранней. Снег сошел с гор в конце марта, лес наполнился запахами влаги, прошлогодней травы и первых почек. В деревне все шло своим чередом. Кто-то чинил крышу, кто-то копался в огороде, кто-то просто грелся на лавочке у дома. Про тот случай с медведем уже почти не говорили не потому, что забыли, а потому, что он стал чем-то вроде легенды. Птицы возвращались с юга, река снова разлилась, и все было привычно, почти буднично. И вот в одно раннее утро, когда туман только начинал ползти по земле, один из местных, тот самый, кто в свое время первым увидел медведя в болоте, вышел на крыльцо, как обычно, с кружкой чая. И замер. У самой опушки, в той же самой точке, где когда-то медведь стоял перед тем, как уйти в лес, снова стоял силуэт. Огромный, темный, спокойный. Это был он. Никто не сомневался. Та же лапа чуть вывернутая, шрам виден даже на расстоянии. Те же глаза внимательные, человечески осмысленные. Он не двигался. Просто стоял, смотрел на деревню, будто вспоминал что-то, будто проверял, все ли на месте, все ли в порядке. Никто не подходил. Никто не шумел. Деревня будто выдохнула и застыла в уважительной тишине. Прошло, наверное, минут 10, прежде чем он, не издав ни звука, медленно повернулся и ушел в лес, даже не обернувшись. И все бы закончилось на этом, если бы один старик, стоявший у забора, не прошептал: он пришел попрощаться. С этого дня в деревне начали говорить: животные помнят больше, чем мы думаем. Кто-то уверен, медведь вернулся поблагодарить, кто-то, что он пришел передать прощальный взгляд тем, кто спас его жизнь. А кто-то, и таких было немало, сказал: это был не конец, это был жест, как у людей. Дорогие друзья, если вам понравилось видео,
поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.